Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Дамы и господа, встречайте!
Ведущая церемонии открытия третьего Всероссийского свадебного фестиваля «Россия, соединяя сердца» Регина Тодоренко и Влад Топалов. Добрый день! Мы рады приветствовать вас на третьем Всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца». Самый теплый, самый масштабный и самый семейный праздник. Ведь сегодня, 8 июля 2026 года, на наших глазах появится 150 новых семей. И это только в Москве. Мы проводим свадебный фестиваль уже третий раз и с гордостью можем сказать, каждый год по-своему уникален. Но в этот раз праздник приобретает невиданный масштаб. Его география впервые вышла далеко за пределы столицы. За последние 2 года открылись 3 филиала Национального центра «Россия» во Владивостоке, Красноярске и Ханты-Мансийске. И сегодня они вместе с Москвой принимают участников свадебного фестиваля, развивая эту добрую традицию. Национальный центр продолжает расти, и это повод для нашей общей гордости. В ближайших планах открытие филиалов в Рязани и Севастополе. И я уверена, однажды там распишется не 100 пар. Но и это еще не все. Впервые фестиваль приобрел международный статус. Сегодня здесь, вместе с участниками из России, свои семьи создают и зарубежные пары. Сколько же нового в этом году, представляете? Абсолютно согласна. Сегодня мы с вами празднуем любовь, друзья. Это универсальный язык, понятный без слов в любой точке мира. Я побывала в 109 странах и точно знаю, о чем говорю. Любовь объединяет людей разных национальностей и культур. И в этом ее сила и красота. На территории России живет больше 190 народов. И я вижу это многообразие даже в нашем зале. Только посмотрите, какие все красивые, все в национальных костюмах. Сюда приехали пары из Калининграда, и Хабаровска, Оренбурга и Магадана, и десятков других городов нашей страны. У каждой пары своя история любви, свои традиции, но всех нас объединяет одно – искреннее желание быть вместе, создать семью и прожить эту жизнь рука об руку с любимым человеком. Мы едины в любви, и именно так и звучит тема этого года – «Едины в любви». Ваши аплодисменты. А сейчас мы начинаем официальную часть. И для торжественного открытия третьего Всероссийского свадебного фестиваля на сцену приглашается председатель оргкомитета Национального центра «Россия» Сергей Владиленович Кириенко и заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова. Ваши аплодисменты! Какие вы все красивые. Дорогие друзья, у меня специальное поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина зачитать его приветствие, которое он отправил вам в связи с сегодняшним праздником. Участникам второго Всероссийского свадебного фестиваля «Россия, соединяя сердца». Дорогие друзья, приветствую вас на Всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца» и поздравляю с Днем семьи, любви и верности. Сегодня по всей стране проходят интересные содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику. И ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов России приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку, идти по жизни. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с большим и значимым событием – рождением новой семьи. Желаю счастья и благополучия,
Берегите друг друга. Пусть ваши мечты обязательно сбываются. Для каждого из нас семья – это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчим доме, в семейном кругу во многом формируется личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе. Уверен, что фестиваль пройдет в атмосфере любви, дружбы, запомнится множеством ярких, волнующих моментов. Совет да любовь. Президент России Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, позвольте присоединиться к словам поздравления нашего президента, сказать вам спасибо за то, что вы приняли решение создания своей семьи провести в день национального праздника, исключительно такого российского праздника, Дня семьи, любви и верности. И то, что все большее количество свадеб в России происходит 8 июля, говорит о том, что этот наш глубоко исторический, традиционный праздник, очень теплый, очень искренний, он приобретает все большую поддержку. Ну и знаете, говорят, что у этого праздника есть такое замечательное поверье: те, кто создал свою семью в День семьи, любви и верности, обязательно будут счастливы. Обязательно будут счастливы ваши семьи, ваши дети. И эта традиция любви и счастья будет передаваться из поколения в поколение. Ну и вот ведущие у нас сегодня уже говорили, что вот эта праздничная атмосфера любви сегодня не только в Национальном центре «Россия», она по всей стране. Ну, как минимум, нас сейчас в эфире видят такие же счастливые и красивые пары в Приморье, в Красноярске, в Ханты-Мансийске. Давайте их тоже поприветствуем. Ну, а вам, дорогие ребята, мы желаем счастья, любви, взаимопонимания. Ну и, конечно, побольше детей. Помните, как сказал наш президент, пусть наших будет больше. Татьяна Алексеевна, вам слово. Дорогие молодожены, красивые, нарядные, счастливые. Конечно, я искренне хочу поздравить вас с Днем семьи, любви и верности. Сегодня мы чествуем наших православных святых Петра и Февронию, которые своим примером продемонстрировали счастье семейного очага, жили вместе и ушли из этой жизни вместе. И это, конечно, серьезный символ и серьезный залог семейного счастья. Но у нас есть еще одна особенность третьего Всероссийского свадебного фестиваля. Этот фестиваль, и это видно по залу, проходит в год единства народов России. И сегодня вы представляете свои регионы, свои народности, гордитесь традициями своих народностей. И несмотря, я думаю, на волнение, которое у вас в душе и в сердце, я хочу вам сказать, сегодня Национальный центр «Россия» для вас. Сегодня вас поздравляет главный человек в нашей стране, президент Российской Федерации. И сегодня вас видит и чествует вся страна, Россия. И это невероятная ответственность и невероятное счастье. И я вас с этим искренне поздравляю. Сегодня к более чем 26 миллионам российских семей прибавится еще 150 здесь, и я надеюсь, что много-много по всей России. Россия всегда была оплотом семьи, всегда была оплотом традиционных ценностей. Уважение к старшему поколению, любовь к детям – это ДНК нашей страны. И вы, создавая сегодня свои семьи,
должны это пронести через всю жизнь. Конечно, будут, наверное, и ссоры, будут и радости, и печали, но это же и есть семья, когда все вместе, и радость, и горе, и печаль, и самое главное – счастье, рождение детей. Я хочу всем вам пожелать счастливой, долгой жизни и создания многопоколенной семьи, которая так важна для нашей страны. И я с удовольствием хочу объявить 3-й Всероссийский свадебный фестиваль открытым. Сергей Владимирович, Татьяна Алексеевна, мы благодарим вас за такие важные, за такие нужные слова. Спасибо огромное. Провожаем вас бурными аплодисментами! Пока вы еще в зале, Сергей Владимирович и Татьяна Алексеевна, для нас большая честь, что вы в прошлом году поддержали предложение участников сделать фестиваль ежегодным. Это стало настоящей традицией, и сейчас, кажется, зарождается еще одна традиция. Сергей Владимирович, Татьяна Алексеевна, среди наших участников есть очень интересная творческая пара, в которой жених, вдохновившись самой идеей Всероссийского свадебного фестиваля, написал песню и отправил ее команде Национального центра. Приглашаем на сцену Валентина Кучеренко и его возлюбленную Алену Шатрову. Город Тюмень. Валентин – ветеран СВО, награжден медалью за отвагу. С 2025 года председатель городского отделения Тюменской региональной общественной организации ветеранов СВО «Держава», а также творческий человек, который пишет стихи. Его невеста Алена Шатрова, тоже творческая личность, участвует в музыкальных фестивалях, выступает в поэтическом дуэте. Валентин, Алена, вам слово. Спасибо. Здравствуйте, дорогие участники фестиваля. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна, Сергей Валерьянович. Сегодня наша великая Родина становится богаче на целых 150 замечательных семей. Для нас с Аленой, моей любимой, большая честь находиться сегодня здесь, именно в этом месте, среди наших единомышленников, заключить этот брак. Я не профессиональный певец, не музыкант, но, вдохновившись идеей этого прекрасного фестиваля, написал песню, которую назвал «Сердца России». И сегодня, с вашего позволения, я хотел бы представить отрывок из нее при помощи, при поддержке наших дорогих друзей и музыкантов. Поддержим, конечно. От Камчатки до Смоленска, от Амура до Невы собрала любовь сегодня новобрачных всей страны под московским ясным небом, где история живет. Тысячи счастливых судеб, новый начинает взлет. И поддержите нас! Давайте все вместе! Семья, любовь и верность, сердца России бьются в унисон. Мы вместе, это сила, и счастьем озарен наш общий дом. Пусть звучат сегодня клятвы под сиянием золотых камней, если мы становимся одною, чтоб зажечь созвездия семей. Семья, любовь и верность, сердца России бьются в унисон. Мы вместе, это сила, и счастьем озарен наш общий дом. Пусть звучат сегодня клятвы
Валентина, Алена, спасибо вам огромное за эту инициативу, за ваш гимн. Просто очень радостно осознавать, что наш фестиваль вдохновляет творческих людей на искусство. Спасибо огромное! Мы только что увидели, как благодаря участникам зарождается новая традиция. И приглашаем вас в зал под бурные аплодисменты! Друзья, тема третьего свадебного фестиваля «Едины в любви». Но на самом деле мы едины не только в любви, а еще и в наших мечтах. Сейчас мы покажем вам, что мечты действительно сбываются. Давайте посмотрим на истории реальных пар, которые совсем недавно, как и вы, начинали свою семейную историю на свадебном фестивале. Их мечты уже сбылись, и это точно вдохновит вас на то, чтобы быть смелее и мечтать больше. Ведь загаданное точно сбывается. Согласна. Мечты сбываются. Об этом точно знают участники Всероссийского свадебного фестиваля. Анна и Юрий Ежовы приехали на первый свадебный фестиваль из Московской области. Атмосфера праздника, единства и семейных ценностей настолько вдохновила молодоженов, что они воплотили свою давнюю мечту, открыли свое дело и стали организовывать выезды на природу для детей и родителей. В 2025 году собрались 7 семей и устроили настоящий семейный лагерь с квестами, поиском сокровищ, творческими мастер-классами. А еще в семье Ежовых произошло большое чудо. Родился прекрасный ребенок. Самое большое счастье для нас – это наша дочь Кристина. В 2025 году мы узнали, что станем родителями, а в мае 2026 она появилась на свет. Сегодня мы продолжаем заниматься любимым делом, развивать проекты и путешествовать. Только теперь уже втроем. И каждый раз, когда собираем палатку, понимаем, что наша главная мечта сбылась. Мы создали крепкую, счастливую семью. Татьяна и Дмитрий Дроновы из Калужской области создали семью на втором свадебном фестивале. Они загадали желание, чтобы на третьем свадебном фестивале женился уже их старший сын Вячеслав на своей девушке Анастасии. Так и произошло. Влюбленные, которые вместе еще со школы, сегодня сказали друг другу «да». Люди мечтают о рождении детей, а мы теперь мечтаем о рождении внуков. Виталий и Сахая Андреевы расписались на втором свадебном фестивале. Долгое время они мечтали о собственном доме, и теперь муж и жена официально принимают поздравления. Мы мечтали о том, чтобы мы заимели свое местечко, где можем жить, обитать и дальше продолжать наш род. Приобрели квартиру, и в которой мы уже будем строить наше семейное счастье. Также у нас есть еще одна хорошая новость. Мы сейчас беременны, да? Вот, для нас это очень радостно проживать в настоящее время и чувствовать такие эмоции. Сегодня супруги строят не только собственный дом, но и семейную историю, в которой бережно сохраняют традиции народа Саха и передают их дальше. Елизавета Гимбут и Артем Киреев тоже стали семьей на втором свадебном фестивале. На церемонии закрытия они получили в подарок поездку на Кавказ, которая перевернула их мир. За этот год мы объехали несколько городов России, побывали в разных странах. А ради новых путешествий даже вместе сдали на водительские права. Но, наверное, самая важная новость сейчас – это то, что мы готовимся стать родителями. Мы уже с улыбкой представляем, как скоро будем путешествовать уже втроем и показывать нашему ребенку Россию и мир. Анастасия и Александр Головановы тоже мечтали о ребенке. И эта мечта сбылась. Пара расписалась на первом свадебном фестивале. И недавно супруги стали родителями сына Льва. Теперь в их доме стало больше смеха, тепла и маленьких чудес, из которых и складывается настоящее семейное счастье. Я уверена, у нас с мужем еще столько всего хорошего впереди.
Все цели точно станут нашей реальностью, а желания точно исполнятся. Мечтайте вместе и делайте это смело, потому что именно из мечты однажды рождается дом, дети, любимое дело и целая история длиною в жизнь. Загадывайте самые сокровенные для вашей семьи прямо сейчас, ведь на Всероссийском свадебном фестивале все сбывается. Я надеюсь, вы, как и мы, почувствовали эту невероятную порцию счастья. Пускай ваши мечты сбываются. Я прям даже прослезилась. Это порция счастья, да, на твоих глазах. Да, это правда. Захотелось за 4-м ребенком пойти вдруг. Все, я больше так не шучу. Нет, вернись. Ну что ж, друзья, дорогие участники, на этом наша официальная часть окончена. Мы приглашаем вас отправиться в приятное предсвадебное путешествие на корабликах. Встречаемся здесь в 16:00.